Всем привет, друзья! Сегодня я расскажу о своих похождениях в парфюмерном смысле, да, про парфюм, который приобрела. Ну, как бы, наверное, это не очень была удачная покупка, как сейчас я думаю, да, может быть, там в будущем изменится мое мнение, но пока немножко есть недовольство у меня, ну, даже не немножко, сейчас вы все поймете. В общем, купила я такой от Levant, называется Amber Wood Ajmal бренд. Значит, это ну, такой древесно-амбровый аромат, как понятно из названия. И это я 5 мл взяла. Как бы раньше я не была знакома с этим ароматом и даже в интернете нигде не видела обзоры на него. Ну и вот в очередной раз там я подошла к девочке, которая занимается распивом парфюмерии. В общем, у нее там куча нишевых, ну не прям куча, но есть нишевые ароматы. Вот я уже там 3 аромата у нее покупала, вот и французскую кожу, и Трусарди, и Патрис Мартин. Ну, те ароматы, как бы у меня, в принципе, не возникало сомнений, что они оригинальные. Я, конечно, тоже с трудом могу, наверное, судить об этом, я на 100% не могу быть уверена, но там, по крайней мере, были стойкие ароматы, они не слетали за 5 минут, они держались по несколько часов и держатся. Вот, и поэтому там, по крайней мере, таких сомнений у меня не возникало. Но вот когда я купила вчера вот этот Amber Wood, то я просто заметила, что он совершенно не стойкий. Я вот нанесла его на себя, на коже, ну, буквально через 15 минут очень отдаленно слышно аромат. Вообще практически я его не слышу. Когда я выбирала его, да, почему я его выбрала, мне показался он каким-то интересным, каким-то таким сладко-табачным. Опять же, это мое одно из любимых направлений. Поэтому вот я остановила на нем свой выбор, в общем, потому что весна еще все-таки не наступила, сейчас у нас опять похолодание, и мне показалось, что такой вот в этом направлении аромат мне еще вот пригодится на это время, так как на весну еще как бы вроде бы рано что покупать, можно чуть позже купить, да. А вот этот меня привлек он своим звучанием, такой там и нота яблока есть, и, ну, и древесные ноты, там и лаванда, и пачули, и какой-то алкоголь. В общем, по идее, должен был бы быть интересный аромат и с таким непростым, богатым звучанием. В общем, ну, я даже его нанесла на себя, так как я понюхала из крышки, из пульвика. Я сказала, что ну, особо не слышу его, как-то вроде бы интересный аромат, но плоховато его слышно. Я нанесла себе на запястье. Наверное, за счет этого получилось, что я так его услышала довольно... Мне показалось, что он действительно такой мощный, насыщенный. Как бы как-то не возникло сомнений в его... не то что оригинальности, но, наверное, мне показалось, да, что он достаточно так насыщенно звучит. Я еще немного там еще подождала, пока там выветрится. Хотя там спиртовых нот не было, как таковых спирта я не ощущала, но продавец говорит, подождите, он немножко развеется и будет лучше ощущаться. В общем, там пару минут еще мы поговорили, и еще там другие ароматы я тоже смотрела. Вот, пока я думала, в общем, да, он так вроде чуть-чуть и развеялся. На улице было холодно, вчера такой небольшой морозец. И, в принципе, с рукава и с запястья было слышно достаточно, ну, неплохо. Так, да, казалось, что там есть насыщенность, есть глубина. Казалось, что я слышу я ноты, да, яблоко я услышала, вот какой-то яблочный десерт, какой-то алкоголь, вот такая вот эта вся сладко-древесная тема, немножко такая как бы табачность, да, лист табака какой-то, ну, все, что я люблю как бы в таких вот зимних ароматах. Да, насчет тех ароматов, которые я уже покупала, я уже сказала, у меня сомнений как-то особо нет. Но вот если брать вот этот Amber Wood, то если бы продавец, да, если бы она сама им попользовалась, то ну, неужели бы она не заметила, что никакой стойкости нет и что, скорее всего, это не оригинал, потому что стойкость буквально на руке 15 минут. Все, после этого, ну, вообще, ни о каком шлейфе, естественно, речь абсолютно не идет. Если еще с утра пользовалась Coco Mademoiselle, Шанель, которая у меня есть, это оригинальный аромат. Там, конечно, вот действительно с одеждой пахнет на второй день, и
действительно ощущается, что ну, стойкость там феноменальная. Поэтому я слышу этот аромат со своего рукава, но вот этот Amberwood абсолютно не слышно. Поэтому я думаю, что это, скорее всего, какая-то копия. Не знаю. Я считаю, что, конечно, продавец должен сам протестировать и убедиться, что это оригинал, тогда только уже распивать эти ароматы за ту цену, которую они стоят, потому что если люкс там где-то до 200, там 150-160 рублей может стоить за миллилитр, то ниша уже стоит там 200 и выше, и там 400 и 500 может стоить. Ну, в общем, вот такие вот дела. Вообще аромат, вот он в сторону, ну, как мне показалось, да, вот то, что у меня есть похожего аромат, да, он в моем таком вкусе, да, вот у меня Black Pepper копия, тоже Naxos копия, но эти ароматы даже звучат намного своеобразнее, да, они даже ярче из Пульвика звучат, чем вот этот данный вот от Ливан. И тоже уже думала о том, что если из Пульвика не слышно, не стоит покупать этот аромат, то есть он будет просто нестойкий и ненасыщенный. Я уже такой вывод для себя делала, но тут почему-то снова вот это тоже такая, да, скажем так, одна из манипуляций, да, продавцов, наверное, потому что когда вы на себя нанесли, то там при мощном таком разбрызгивании, там, конечно, будет такое мощное звучание. И даже если аромат абсолютно нестойкий, вы не успеете убедиться в этом, пока вы не купите аромат. Потому что пока вы там стоите, выбираете, вы слышите так отчетливый аромат, что вам кажется, что он такой вот действительно стойкий. И через 15 минут он может с вас слететь, но уже будет поздно. Вот, казалось бы, это тоже копии, но у них стойкость все-таки побольше. Это маленькие, да, 20 и 30 миллилитров. В общем, намного более интересные ароматы и по стойкости, и по техническим характеристикам намного больше мне понравились. Но, конечно, в интернете все просто забито этими подделками. Поэтому вот не знаю, как теперь покупать, ведь я понимаю, что пока я не куплю, я, наверное, не смогу. Ну, да, остается только действительно нюхать из Пульвика, и если там прям орет аромат, вот тогда можно брать. Ну, а так, да, аромат, наверное, интересный, если в оригинале, в духе вот какая-то древесность, вот как в Black Pepper, какой-то вот табачный такой сладкий лист, как в Naxos, такой медовый табак. Ну, вот мне кажется, такое вот направление, да, амбра деревяшистая. В первых нотах, вот сразу после нанесения, вроде бы яблочко какое-то ощущается, вроде бы и алкогольность, и сладость немножко. Потом просто он уходит в какое-то, ну, просто такое сухое дерево. Вот опять же, даже нанесла я на блоттер, импровизированный блоттер, на лист бумаги нанесла. Буквально тоже через 15 минут, никакого там, даже через 5 минут и следа не осталось, все это пятно высохло, и даже нет вот этого масляного следа, как бывает. Даже вот когда копии наношу на блоттер, есть такой масляный след, как бы немножко окрашивается, и, естественно, даже эти копии, они звучат намного дольше на бумаге, чем вот этот Аджмал злосчастный. Просто копию я и так могу купить. Я могла на цену этих 5 мл пойти купить копию 30 мл и радоваться. По крайней мере, я знаю, что покупаю, и запах тоже бывает достаточно похож, и в том же направлении, и может быть действительно вот как в этих вариантах, которые у меня есть. Вот сколько у меня есть копий, я вот снимала недавно видео, где все мои копии, вот, ну, ни одного такого. Вот я говорила, что Black Pepper самый такой нестойкий из всех моих копий. Кажется стойким по сравнению с этим и кажется даже более таким интересным. Этот ни на одежде не остается как таковой, ни на коже. Вообще хотела вот эти Venus, Наркозис и Хаус, вот что из этого попробовать. Но опять же, еще скажу про них пару слов. Я вот тоже все равно вот который раз уже я вроде бы хочу их купить и снова не покупаю. Что-то меня останавливает, потому что все-таки какое-то есть у них странное немного звучание. Наркозис, он звучит как-то очень для меня как-то по-травяному. Хаус как-то тоже не совсем я его понимаю. Ну, может, потому и он и называется хаус, что непонятный аромат, да. Вроде бы и водный, и вроде бы и резкий. Ну, в общем, что-то меня вот останавливает от их покупки. Там тоже, вот, я не знаю, как насчет хауса, я, в принципе, не думала, что на него есть подделки, и, не знаю, не углублялась в эту тему, есть ли на него подделки. А вот Наркозис, на него, конечно, куча есть подделок, и я так еще стала рассматривать флакон, думаю, интересно, я смогу как-то отличить вот
Если это вдруг какая-то недорогая, да, копия, то смогу ли я отличить? В общем, каких-то явных таких признаков я не вижу по флакону. В принципе, там флакон просто квадратный, да, он такой как бы стандартный, его, наверное, легко подделать. Ну, что с успехом и делают производители фейков. В общем, а вот Хаус, как бы, ну, я там посмотрела, вроде бы и крышки у них похожие, одинаковые. Ну, вроде бы как особой разницы. Мне показалось, что у Хаус аромата на табличке более как-то отчетливо вот выдавлены буквы, вот эти вот, мне кажется, рельеф букв немного более отчетливый и прокраска букв. Толком не могу понять, есть ли разница действительно или мне кажется. В общем, а недавно я тоже в одном из магазинов мне тоже встретился флакон вот этого Наркозис Вертус. Всего за 2000 рублей он стоил, там он в коробке, так, ну вот в этом вот, да, поддоне стоял, или как это называется, такой постамент. И тоже флакон был похож на оригинальный, я даже понюхала, тоже и запах такой вот травяной, поэтому я вот теперь не пойму, вот у этой девушки натуральный, оригинальный ли флакон этого Наркозиса, потому что я так подозреваю, что в принципе, ну, конечно, могли и ее обмануть поставщики, да, ну, допустим, она заказывала где-то на сайте эти ароматы, ну, мне, да, хочется как-то думать, что человек все-таки не хочет обманывать, да, людей, а просто мог сам обмануться и купить подделку вместо оригинала, возможно, и по достаточно немаленькой цене. Вот ароматы Валая от Parfum de Marly. Ну, мне как-то, знаете, сразу вроде понравился аромат из крышки, да. Потом второй раз я его перенюхала. Ну, мне он, кажется, пахнет похожим ароматом на стиральный порошок. Вот такие вот ноты чистоты, вот этот полностью запах такой чистого белья, вот занесенного с мороза, вот это вот все. Поэтому, ну, мне такие постирочные темы не очень близки, поэтому вот. Да, и был там тоже аромат от Art Collection, тоже я так посмотрела. Флакон, тоже на них много есть подделок, и на флаконе на этом тоже буквы были, прям название аромата было, там было несколько таких конкретно размазанных букв, которые, ну, вот рисунок, в общем, было видно, что кое-где размазан, поэтому я тоже не поняла, это так пришло в таком виде, то есть, ну, это было бы однозначно, что это не оригинал, и какой-то новый аромат в таком коричневом флаконе, ну, я вставлю картинку, ну, такой очень, конечно, сладкий, очень гурманский, такая прям карамельная какая-то история, какая-то ириска, шоколад молочный, что-то вот такое. Потом еще был аромат «Белый зверь» от Liquid Imaginaires. Ну, такой молочный аромат. Я почувствовала, такой действительно есть молочные такие оттенки в нем. Но немножко это тоже, наверное, не моя тема. Тоже на него есть на Wildberries подделки. Я уже посмотрела, я теперь проверяю, есть ли на Wildberries такие флаконы. Да, действительно тоже есть. И тоже непонятно, как проверять, оригинал или нет. Вот, поэтому после покупки этого Amber Wood абсолютно с отсутствующей стойкостью уже как-то сомнения берут. И вы знаете, когда я вот, да, вот такое вот покупаю, у меня сразу возникают мысли, что действительно, возможно, нужно покупать вот те вот еще старые ароматы, да, вот пусть они будут немного ретро, да, не то что даже ретро, а немного таким, скажем, несовременным звучанием, но зато там действительно, ну, видно, что флакон оригинальный, потому что на те ароматы уже сейчас подделки вряд ли кто-то будет делать. Ну, в общем, пусть это не будет какое-то нишевое звучание, хотя, кстати, у тех ароматов 90-х, 2000-х годов у многих тоже нишевое звучание. По нынешним меркам тоже можно сказать, что оно нишевое вполне себе. Теперь мне непонятно, в какую сторону дальше двигаться. Пробовать новые ароматы в распив или же все-таки... Пусть реже, но покупать какие-то флаконы, которые будут проверенные на оригинальность. Ну и что еще хотелось бы рассказать. Еще вчера я гуляла по барахолке. Попался мне на глаза от бренда Москино черный мишка. Вот этот Toy-Boy продавался. Ну, тоже мне сказали, что оригинал. Я посмотрела коробку, флакон. В принципе, неплохо это все выглядело. Там 50 мл было. Но так как я не знала, как выглядит оригинал, как-то, ну, я же не собиралась покупать этот аромат, поэтому
не знала, как выглядит оригинал, чтобы можно было, да, как-то проверить. Опять же, и интернет в телефоне у меня плохо работал, начал тупить, и я не смогла зайти быстро проверить в интернете, посмотреть, сверить флаконы, поэтому не стала брать. Там, в принципе, цена была неплохая. Если это оригинал, то цена вполне хорошая была бы. Вот, как за начатый флакон, да, я не знаю, возможно, там чуть-чуть совсем он начат был. Там, конечно, во флаконе не видно, но, в принципе, можно было купить, но мне хотелось проверить на соответствие с оригиналом все-таки, да, посмотреть какую-то информацию. Но так как я быстро этого не смогла сделать, а рынок уже закрывался, уже подделок просто тоже очень много. Я не знаю насчет 50-ки, конечно, подделки в основном делают на сотки, а это была 50-ка. Ну, я решила все-таки, да, не пороть горячку, не покупать сразу, потому что все-таки тоже побоялась нарваться на подделку. Лучше, наверное, подождать, сохранить деньги, чем потом разочароваться. Да, что и всем советую, конечно, лучше проверяйте в интернете, хотя бы посмотрите фотографии, видео, как должно выглядеть. Лучше я еще посмотрю отзывы, обзоры, нужен ли мне этот аромат. Там тоже те обзоры, которые я посмотрела, тоже некоторые говорят, что стойкость не особо впечатляет, поэтому, возможно, даже мне он и не нужен. Ну, знаете, тоже так из пульвика понюхала, из крышки приятный аромат, мне понравился. Какая-то вот розочка ощущается, такая немного какая-то виниловая нота. Или же какая-то латексная, возможно, это ветивер. В общем, такая какая-то розная тема. Такое вот действительно унисекс. Я бы не сказала, он для мужчин или женщин. Мне кажется, больше в женскую сторону. Но мне вполне он показался женским. Как бы насчет мужского даже, да, наверное, моему бы мужчине такое бы точно не понравилось. Поэтому вот за неделю определюсь, если еще будет в продаже, то, возможно, куплю. Еще вот, если кому-то интересно, вот эта картинка на заднем плане, то это я просто рисую из интернета, беру какую-то картинку, вот в Инстаграме нашла, в частности, вот этот пейзажик, и нарисовала. Просто беру, у меня есть, что у меня есть, это у меня есть акриловые краски, остатки от картины по номерам, и я просто взяла эти остатки и вот нарисовала такой пейзажик. Я нигде не училась рисованию, просто вот беру и пытаюсь скопировать. Все-таки, да, рисование очень меня успокаивает, поэтому я рисую такие вот иногда из интернета, беру картинку и перерисовываю. Там, конечно, да, ну, понятно, что у меня похуже получается, чем в оригинале, но, в принципе, вы знаете, есть сходство, ну, мне кажется, так процентов на 70 я попадаю процентов на 70, мне кажется, есть сходство, и мне очень нравится этим заниматься, по крайней мере, это действительно дает какое-то удовлетворение результатом. Вот. Ну, по поводу сериалов, которые я сейчас смотрю, хотела сказать, смотрю я сейчас «Рассказ служанки». Это популярнейший сериал, который уже, конечно, все, наверное, любители сериалов уже пересмотрели. Это я уже, наверное, одна осталась, кто его еще не видел. Почему-то меня раньше как-то отталкивало. Вот это само название «Рассказ служанки», как-то мне что-то в нем отталкивало, и я почему-то не смотрела. Вот только сейчас решила посмотреть. Пока мне нравится, я второй сезон начала смотреть, пока мне нравится. Интересный сериал такой, с захватывающим сюжетом. Я могу сказать, что мне очень нравятся сериалы вот на тему альтернативной истории, да, вот эти вот утопии, антиутопии и прочее. Вот мне вот нравится все, что связано с этим. Альтернативное видение будущего. Ну, опять же, возможно, мы, конечно, не знаем, возможно, действительно это будущее когда-то и осуществится, что-то похожее. Конечно, это будет ужасно, если осуществится то, что показано в этом сериале. Это просто, конечно, трэш, но мне нравится на такое вот смотреть, заставляет тоже задуматься о многих вещах, да, куда катится мир и все прочее. Поэтому вот этот рекомендую сериал «Рассказ служанки». Также книга есть, да, там, по-моему, Этвуд, писателя, фамилия Этвуд, забыла как имя, но книгу тоже я начала читать книгу, в принципе, можно, не знаю, продолжу или нет, или же посмотрю просто сериал.
Книга тоже, мне кажется, достаточно интересная, можно было бы ее и почитать. Еще смотрю сейчас сериал «Экспаты». Это 2024 года, он только сейчас выходит, там по одной серии появляется в неделю, вот я смотрю. Ну, пока мне сюжет интересный, там, да, актеры хорошие, там Николь Кидман. Интересно наблюдать за актерами, но немножко там мне не нравится, что немного затянутые диалоги, как-то из серии в серию, вот уже, наверное, 3 серии посмотрела, там как-то действие очень медленно разворачивается, возможно, много уделено времени каким-то разговорам, каким-то психологическим проблемам персонажей, да. Ну вот как-то мне пока немножко не хватает динамики, и как-то немного все-таки даже эти углубления в психологию героев как-то почему-то меня как-то не впечатляет. Мне обычно такое нравится, да, изучать персонажей, все же как-то раскрыть образ, да. Но здесь как-то мне даже это пока не особо впечатлило. В общем, показалось все это затянуто и какие-то никчемные эти разговоры все. Что-то, видимо, режиссер мне этот как-то не подошел. Ну, хотя вот я все равно, конечно, буду смотреть, продолжать. Но прям восторга такого, как первая серия, конечно, да, была более динамичная. И первая серия, там была такая интрига, да, завязывалась интрига сериала. Было непонятно, что к чему. И первая серия очень мне понравилась, как-то увлекла. А вот потом 2 серии как-то прошли уже с меньшей динамикой и больше было болтовни, скажем так, каких-то подробностей абсолютно лишних, как мне кажется. Сериал «Экспаты», там история про пропажу ребенка, исчезновение или как похищение ребенка, пока непонятно, что случилось. Ну, тоже там несколько есть главных персонажей, пока непонятно, кто из них там главнее, да, в этой истории. Непонятно пока, что за ситуация приключилась с этим ребенком. Мать играет Николь Кидман. И также, в общем, вокруг этой семьи крутится сюжет. Вот. И, видимо, дальше будет история о том, что же все-таки случилось. Наверное, будет какое-то, я надеюсь так, что будет все-таки какое-то расследование, и ответ мы узнаем в конце сериала, куда же делся ребенок, что с ним произошло. Вот, так что не знаю пока, рекомендовать его или нет, пока слишком мало вышло серий для каких-то окончательных выводов. Вот, в общем, 2 таких сериала сейчас смотрю. Что, друзья, буду заканчивать это видео. Всем удачи, хорошего дня, классных парфюмерных покупок и пока-пока.